На самом деле это, вот кто-то сказал, нунчи, это очень сильное и уважение к взрослому поколению. Мы вот переселенные люди, которые, с Дальнего Востока, которые очень сильно зависят, исторически очень сильно, как правильно донести, что мы сейчас пользуемся репутацией именно тех людей, которые работали в то время и заслужили свою идентичность. Здравствуйте! Очень приятно познакомиться. Представьтесь, пожалуйста. Hi, my name is Yuri Li. I am from Атырау, Казахстан. Хотелось бы задать вам несколько вопросов. Вот вы сказали, что вы из Атырау, и как Хурёин, который из Атырау, что вы сейчас делаете для именно корейского сообщества, проживающего там? Расскажите о своей деятельности. Я как заместитель председателя Атырауского этнокультурного объединения, именно корейцев, мы развиваем поддержку молодежи, поддержание культуры, проводим разные мероприятия. У нас очень большая программа, то есть мы традиции показываем местному населению, чтобы местное население тоже видело, какие у нас вообще традиции, то есть уважение старшим и так далее. Очень много мероприятий. И с молодежью мы очень сильно работаем. Потом языковые курсы тоже продвигаем. Вот в таком направлении мы делаем работу. Наверное, это еще для того, чтобы корейская молодежь не забывала свои корни. Совершенно верно. Это и популяризация, и совершенно верно. Я как отец 4 детей, мне тоже хочется, чтобы мои дети помнили, знали, что такое Корея, что такое культура, чтобы это было понятно не только своим детям, но и другим тоже. Хорошо, отлично. Вот вы работаете в сфере промышленной безопасности, и хотелось бы спросить, какое влияние это дало на вашу политическую карьеру? Промышленная безопасность – это технически, то есть работая в бизнесе, я научился стратегически мыслить. Потом это мне очень помогает именно в политике. То есть я изначально уже стратегически подхожу к определенным вопросам. То есть не тушение пожаров на месте, а именно стратегия. Это с бизнеса очень помогло в политическом направлении. Можете рассказать именно про промышленную безопасность и какую пользу это несет для общества? Это самая главная жизнь человека. Это людская жизнь, это здоровье и жизнь людей. То есть безопасность охрана труда и промышленная безопасность – это забота о здоровье населения, людей, работников. Это очень огромный вклад несет в жизнь. Внедрение стандартов, систем и так далее ведет к улучшению, то есть меньше травматизма, предприятия более стабильно работают. Поэтому это самая большая роль, это безопасность здоровья человека. Это самое главное, что мы несем. Какое влияние в последующие годы вы хотите именно сделать для нашего корейского сообщества в Атырау? Я как политик, как депутат, то есть я достигаю, чтобы жизнедеятельность человека, который обязательно, чтобы она улучшалась. Газ, свет, вода, коммунальные, дороги – это одно из таких важных частей, которые для жизни, комфортной жизни человека. Поэтому я как политик это продвигаю. Казахстан – это многонациональная страна, больше 120 этносов, поэтому мы с разными этнокультурными объединениями тоже объединяемся и проводим разные мероприятия. Не только корейское, казахское, русское, украинское и так далее, чтобы была коллаборация. Поэтому мы большую работу в этом направлении делаем. Какие у вас планы на будущее именно в качестве политика? В качестве политика сделать то место, где я баллотировался, чтобы оно было лучше, чтобы туда люди приезжали, чтобы было комфортно для жизни. Потому что я там родился, я там живу, у меня дети, пускай они отучатся, может быть там, может где-то в другом городе, но чтобы они всегда хотели вернуться в то место, где им комфортно. И это место хочется как политику сделать именно комфортным. И последнее, ваш небольшой месседж именно нашим корейцам, молодежи, которые мечтают тоже стать политиками в будущем. Не опускайте рук, идите вперед. Шаг на месте, шаг назад. Только вперед.
Спасибо большое. И, конечно, мы вас не можем отпустить просто так. У нас для вас приготовлена номинация, и эта номинация называется «Бесконечная солидарность». Ури моду Koreans! Ну и вообще, мне кажется, такой опыт открытого микрофона, он бы прокатил только на форуме политиков. Потому что, наверное, только политики могут в течение минуты говорить о том, о чем не хотят говорить, причем на какие-то совершенно рандомные темы. Если бы у меня был 1 миллион подписчиков, я бы провел аукцион между корейскими компаниями на самую дорогую рекламу, и это был бы пост про корейское лидерство. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Eugene Kim, deputy of Novgorod City Duma, Russia. Очень приятно с вами познакомиться. Взаимно. Я прочитала вашу биографию и хотелось бы мне задать вам несколько вопросов. Пожалуйста. Вы, получается, врач и еще депутат. И как это взаимосвязано? Как это отражается на вашей деятельности в целом? Основная задача врача – это помочь людям, выявить их проблемы, найти решения. И это все очень откликается в деятельности депутата. То есть те же задачи должен выполнять депутат. И вот эти базовые настройки еще с профессии врача очень помогают мне быть успешным депутатом. Вы сделали более 5500 операций, провели. Скажите, пожалуйста, есть ли какая-то операция такая особенная, которую вы запомнили навсегда? Мы работаем с тяжелыми пациентами, с инфарктами, с инсультами, то есть практически спасаем жизни. Но, наверное, самая сложная, самая запоминающая ситуация была, когда я оперировал своего отца. То есть здесь уже сложность была не столько техническая, сколько моральная, психологическая. Вот. Но все прошло успешно и, можно сказать, продлил ему жизнь. Ох, хотела бы спросить вот как раз-таки о вашей семье. Я знаю, что вся ваша семья – это врачи. Да. Да, как это повлияло на выбор вашей будущей профессии, когда вы были еще тем человеком, который не знал, куда идти? Повлияло ли это как-то на ваш выбор? Мой отец хирург, моя мама медсестра, 2 мои старшие сестры, они тоже врачи, моя супруга врач. И, соответственно, я всегда рос в этой обстановке, в этой атмосфере. Но, тем не менее, никогда не было каких-то жестких наставлений. Но, видимо, вот это как раз свобода выбора и привела меня к осознанному решению пойти в медицину. Вы принимали участие в упрощении административных процедур, такие как госпитализация пациентов. Почему? Расскажите. Мое основное преимущество как депутата – это то, что я практикующий врач. И я знаю проблемы изнутри, не только в теории, но и на практике. И это была одна из первых инициатив, которые мне удалось реализовать. Мы сократили список обязательных исследований и анализов для госпитализации пациентов. Таким образом, ежегодно более 1000 пациентов могут поступать на лечение в упрощенном формате. А ранняя диагностика и раннее лечение – это всегда лучше, чем борьба с осложнениями. Может казаться, что это просто какой-то легкий такой вопрос, но тем не менее любая болезнь – это всегда негативный социальный эффект. И таким образом данная мера она позволяет в долгосрочной перспективе тоже получать хороший результат. Вот вы у нас занимаетесь и медициной, еще и обучаете, Да. а также у вас такая вот активная общественная деятельность. Как это связано между собой? Да, я и врач, и с 2021 года я веду предпринимательскую деятельность, руковожу образовательным центром и школой программирования. И данные направления, они очень тесно связаны. Это бюджетные сферы направления, не могут самоокупаться в теории. Но на самом деле, если смотреть опять же на долгосрочную перспективу, это базовые потребности общества. И очень важно компенсировать именно эти базовые потребности для того, чтобы общество могло развиваться во всех других направлениях. Спасибо большое. Что бы вы хотели еще попутно успеть в Корее? Я бы очень хотел посмотреть, как работают мои корейские коллеги в катализационных лабораториях, в операционных. У меня даже была мысль такая
сымитировать сердечный приступ и попасть в больницу как пациент, чтобы посмотреть работу изнутри. Ну, я шучу, конечно, шучу. Именно нашим зарубежным корейцам что-нибудь пожелать? Я бы сказал следующее. У вас есть все для того, чтобы быть успешными. Это усердие, это трудоспособность, это профессионализм, да, то есть корейский дух. И все это заложено на генетическом уровне. То есть важно развить в себе это и идти к успеху. Спасибо большое. И, конечно, мы вас не можем оставить просто так, потому что вы у нас прям такой яркий представитель. Спасибо. Именно, да, который продвигает наших корейцев за рубежом. О, Да. здорово. Спасибо, спасибо. И 우리 모두 코리안즈.